Этот день стал трагическим для семьи мистера Генри Сандерса, когда друзья и соседи собрались, чтобы проводить доброго человека в последний путь. Генри был тем, кого называли последним из старого поколения. Человек принципов, спокойствия и доброты. Его смерть потрясла многих, но никто и представить не мог, что день прощания обернется чем-то неожиданным. В последний момент большой бродячий пес неожиданно кинулся к гробу и укусил мужчину за шею. Но причины такого поведения оказались еще более поразительными. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Мистер Генри Сандерс. Пожилой человек проживал в тихом городке штата Вермонт. Он родился здесь и почти никогда не покидал этих мест, за исключением времени, проведенного на военной службе. После нескольких лет службы он вышел в отставку и жил один. Его дом находился на окраине города, где по вечерам он любил сидеть на крыльце, наблюдая за закатом. Генри предпочитал уединение. Он был вежлив с соседями, но всегда сохранял некоторое расстояние в общении. Его единственным настоящим другом был маленький мальчик по имени Джейми, живший по соседству. Генри с теплотой называл его «малышом» и часто угощал сладостями. С ним он делился историями о службе, ведь он был полевым врачом, помогавшим раненым солдатам на передовой. Хотя активная служба осталась в прошлом, он нередко скучал по этим дням, по остроте ощущений, по ощущению нужности. Теперь его дни были простыми и размеренными. Утром он гулял по тропинке вблизи своего дома, вдыхая чистый горный воздух, а потом садился на крыльцо с чашкой чая и книгой. Иногда он беседовал с соседями, но чаще просто сидел, внимая тишине и наблюдая за течением времени. Люди уважали его покой и старались не беспокоить. Однажды в городке начали ходить слухи о бездомном псе, который бродит по окрестным лесам и представляет угрозу местным жителям. Генри слышал об этом, но не испытывал страха. Он знал, что лучше не вмешиваться и не искать встречи, не потому что боялся, а потому что не хотел создавать лишние риски. Он знал, в его возрасте не убежать, если что-то пойдет не так. Однажды вечером, как обычно, он сидел на крыльце, когда услышал странный шум в сарае. Сначала он подумал, что это ветер, но решил все же проверить. Взяв фонарик, он осторожно открыл дверь сарая. То, что он увидел внутри, сильно его удивило. Среди разбросанных коробок спокойно лежал большой лохматый пес. Сначала его охватила тревога, но, присмотревшись, он понял — пес ранен и едва жив. Он увидел на его лапе открытую рану, из которой сочилась кровь. Генри медленно приблизился. Он знал, что животное слишком слабое, чтобы напасть, и он не мог просто оставить его умирать. В этот момент кто-то постучал в дверь дома. Пес зарычал, но Генри тихо попросил его не шуметь. Он закрыл сарай и вышел на крыльцо. Там стояли трое молодых парней с ружьями, которые поинтересовались, не видел ли он того самого бродячего пса. Они решили, что пса нужно устранить, пока он не навредил. Поэтому парни устроили некую произвольную охоту на него. Генри сказал, что был дома и ничего не заметил. Парни ушли, и он вернулся в сарай. Пес лежал на прежнем месте, тяжело дыша и тихо поскуливая. Он будто понимал, что Генри хочет помочь. Старый доктор осмотрел его лапу, осторожно вытащил из глубины несколько дробинок и обработал рану. Он перевязал ее чистыми бинтами и принес еду. Так начались несколько дней, в течение которых Генри заботился о раненом псе. С каждым днем между ними формировалась прочная, почти человеческая связь. Он гладил его, разговаривал с ним, успокаивал и кормил. Он также следил за тем, чтобы никто из соседей не узнал о его госте.
ведь было бы сложно всех убедить, что он безобидный. Когда пес окреп, Генри в одну из ночей вывел его к лесу и отпустил. Животное не сразу ушло, словно прощаясь, а потом скрылось в темноте. Тем не менее, пес продолжал навещать Генри. Раз в неделю или две он возвращался в сарай, просто чтобы увидеть своего человека, чтобы получить угощение и побыть рядом. Со временем визиты становились все реже, но они не прекращались. Генри чувствовал, что его жизнь возвращается в прежнее русло, и принимал это с покоем. Обычно он сам ходил за продуктами, но однажды утром почувствовал сильную слабость. Он попросил Джейми помочь и дал ему список покупок. Мальчик с радостью согласился и ушел в ближайший магазин. Вернувшись, он застал Генри на полу без сознания. Он немедленно вызвал скорую. Но когда врачи приехали, они констатировали смерть. Новость о смерти Генри потрясла всех. Хотя он был немногословен и жил в тени, он стал тихой опорой для многих в этом районе. Люди уважали его, ценили его доброту. Он часто мог помочь советом или просто выслушать. На похоронах собрались все. Когда над гробом произносили прощальные слова, вдруг раздался шум, и пес, тот самый, выскочил из-за деревьев. Он подошел к гробу, постоял немного, а затем резко укусил Генри за шею и тут же убежал обратно в лес. Все в ужасе замерли, не осознавая, что сейчас произошло. Но вдруг тело в гробу пошевелилось. Генри внезапно закашлялся и открыл глаза. Люди не могли поверить своим глазам. Один из врачей, присутствовавших на похоронах, быстро осмотрел его и объяснил, что произошла редчайшая ситуация. На самом деле у Генри был анафилактический шок. Тем утром он съел тост с хлебом из пшеничных отрубей, продукт, на который у него была тяжелая аллергия. Джейми, не зная об этом, просто купил тот хлеб, что был в списке. Реакция началась внезапно и вызвала остановку дыхания, внешне напоминавшую смерть. Но укус пса в шею, где проходят дыхательные пути, спровоцировал резкий рефлекс и позволил воздуху снова попасть в легкие. Так пес, однажды спасенный Генри, спас его в ответ. После нескольких недель в больнице мужчина вернулся домой. Он часто смотрел в сторону леса, надеясь снова увидеть своего друга. И вот однажды ночью он заметил пару глаз в темноте. Пес вышел из тени, приблизился, и Генри бросился к нему с объятиями. Он благодарил его снова и снова. Пес лизнул его лицо, словно понимая все, а затем лег у его ног. С того дня Генри жил не один, и все соседи знали, что этот пес спас жизнь своему человеку. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.